От пациентки. В октябре месяца 2024 года лечили каналы в правой верхней семерке. Боль после лечения не проходит. Боль при накусывании. В декабре 2024 года обратились к лору с болями под правым глазом, в правой скуле. Сделали рентген-снимок В, по снимкам пазухи чистые, воспаления не обнаружили. Предположили, что мешает верхний правый зуб мудрости, 8. Удалили. Боль не прошла. Повторное обращение к лору в феврале 2025 года. Предположение после КТ носовых пазух, одонтогенный синусит. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 32 лет, дата исследования 3 февраля 2025 года. Область исследования – околоносовые пазухи носа. Представленные томограммы субоптимального качества, толщина скана 1,0 мм, что снизило информативность исследования и затруднило трактовку его результатов. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены, мягкие ткани без особенностей. Лобные пазухи, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Остеомиотальные комплексы, с обеих сторон проходимы. Воздухоносные ячейки решетчатого лабиринта, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Клиновидная пазуха, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Сфеноэтмоидальные соустья с обеих сторон проходимы. Гайморовы пазухи, с обеих сторон минимальный отек слизистой оболочки на отдельных участках, с обеих сторон. Соустья проходимы. Полость носа, справа средняя носовая раковина булезного строения, слизистая оболочка нижних носовых раковин гипертрофирована. Носовая перегородка S-образно искривлена. Пневматизация воздухоносных ячеек сосцевидных отростков височных костей, с обеих сторон, сохранена. Заключение. КТ-картина минимального отека слизистой оболочки гайморовых пазух, вазомоторного ринита, булезного строения средней носовой раковины справа, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача. 3 февраля 2025 года. КМН, доцент Котов МА, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В гайморовых пазухах совершенно минимальный отек слизистой оболочки. Как правило, такой отек не дает беспокойства. Есть вазомоторный ринит, аномалия развития средней носовой раковины справа, искривление носовой перегородки. Все это затрудняет носовое дыхание и требует консультации лор-врача.